And I think that when we talk about recovery in sexual and alcohol addiction, Если мы говорим о восстановлении в процессе лечения от сексуальной и алкогольной зависимости, we're really training ourselves to make better choices as time goes on. мы учимся в этом процессе принимать более мудрые решения с течением времени. Let me speak a little bit practically about sex addiction for a Давайте minute, поговорим немножко о практическом аспекте сексуальной because a зависимости. lot of this has been very theoretical. Потому что очень много, о чем я сейчас говорил, имело больше такой теоретический характер. I want to explain to you what I think has been helpful as I've done therapy with some people who have a problem with sexual addiction. Я хочу сейчас рассказать вам о том, что было полезным в процессе терапии людей, которые страдали от сексуальной зависимости. Because it's a very difficult definition. Это очень сложное определение. As I suggested before, sometimes a man is diagnosed as a sex addict by his wife. Очень часто, как я говорил ранее, мужчине такой диагноз ставит его жена, называя его сексуально зависимым. And I don't say that he's diagnosed by his wife as a joke. И я не имею в виду, когда я говорю, что его диагностирует его жена, я не имею в виду, когда я говорю об этом так, что это шутка. Because this is a very serious matter to his wife. Потому что это очень серьезная проблема для его жены. It's very offensive. Это очень сильно обижает ее. And many times wives have extreme difficulty in even thinking about this. И очень часто женам чрезвычайно трудно даже думать об этом. And it's very painful for her. И ей очень больно. And for that reason, one of the things I suggest is that not that he hide everything from his wife. И одна из причин, по этой причине, одним из моих предложений для этого мужчины будет не то, что он должен скрывать все от своей жены, But that she doesn't always need to hear all of the details. но что ей не обязательно всегда слышать все детали. Please. Понимаете, в чем мой вопрос? Человек, ведущий беспорядочную половую жизнь, и человек, имеющий сексуальную зависимость. Это разные вещи? Или это одно и то же? Или это две стороны одной медали? Что это? This is just my opinion. Это мое мнение. But it might be similar to one another. Но эти оба варианта похожи один на And let другой. me explain what I mean Разрешите мне объяснить вам, что я имею в виду. by my definition of addiction. An addiction Зависимость is something that causes problems — это что-то, что вызывает проблемы in your life. в вашей жизни. All right. So a man may do something, and I'm speaking of a man and a woman, although it could possibly be the other way as well. Я сейчас говорю и о мужчинах, и о женщинах, может быть, и наоборот, чем то, как я буду сейчас говорить. But a man may do something that to him doesn't seem like very bad. Мужчина может делать что-то, что ему не кажется плохим, But as I said, it causes very deep distress to his wife. но это вызывает очень сильный стресс для его жены. Now, you may not call that an addiction, Вы можете называть это зависимостью, but it certainly is a problem. но это точно является проблемой, если это вызывает боль у его жены. If this man says he loves his wife, Если этот мужчина говорит, что он любит свою жену, and she's terribly offended by something he и does, ей очень больно, ей очень обидно от того, что он делает, it seems like that's a problem. выглядит все так, как будто это проблема. So the term addiction, I think, is difficult to apply to something like sexuality. Термин «зависимость» довольно сложно применять в контексте вопроса сексуальности. As it is to drugs and alcohol. Можно рассматривать вопрос зависимости точно так же в контексте сексуальности, как мы это делаем в вопросе с алкогольной зависимостью. Честно говоря, это больше похоже на созависимость жены с проблемным мужем. Это больше похоже на созависимость жены с проблемным мужем. It seems more like wife's codependency with her husband who has problems. Yes, sometimes yes. Иногда да. And they're how to put it, the problems between them kind of a vicious cycle that one helps to cause the other. И проблемы, которые возникают между ними, напоминают порочный круг, когда одни проблемы вызывают другие проблемы, и потом это все повторяется. Вы говорите о зависимости мужа и созависимости жены.
А мы говорим о зависимости мужа и созависимости жены. We are talking about husband's addiction and wife's codependence. Yeah, sometimes, but Иногда да. again, I don't think the husband cannot blame the wife for his addiction. Но я считаю, что муж не может обвинять жену в своей зависимости. Нет, Yeah, right. однозначно. Oh, thank you. So, and for this reason, because they're so tightly wrapped together, И по этой причине, поскольку они так сильно связаны, одна проблема с другой, I think it's important for the man to take personal responsibility for himself я думаю, что очень важно мужчине брать его личную ответственность в and свои руки deal with that problem. и правильным образом разбираться с этой проблемой. For example, I'll give you an example. Например, Often, when a man has a problem that's a sexual behavior that's causing problems, и часто, когда сексуальное поведение вызывает определенные проблемы у определенного мужчины, he realizes he needed somebody else in his life to be accountable to. он осознает, что ему нужен кто-то в его жизни, кому он будет подотчетен. And I think sometimes they expect that their wife will be their accountability person. И иногда они ожидают, что их жена будет тем, кому они будут подотчетны. And I think it's difficult to make the wife the accountability И я person. думаю, что это очень сложно сделать так, чтобы жена действительно смогла быть этим человеком, кому этот мужчина будет отчитываться. Just from my experience, it seems it's very painful for her to have to be in that role. И из моего опыта я знаю, что ей очень больно быть в такой роли. She should be informed and aware that he's taking measures to deal with the problem. Жена должна знать, что он предпринимает определенные действия для того, чтобы справиться с этой проблемой. But she shouldn't have to be the person who's helping him manage how he's dealing with the Но problem. она не должна быть тем человеком, который помогает ему справляться с этой проблемой, как бы решать эту проблему. Again, that's just my opinion. Это просто мое мнение. В этом-то и вопрос. Смотрите, человек, ведущий беспорядочную половую жизнь, он может считать, что у него вообще проблем нет. Он себя считает вообще мачо. Понимаете? И у него он не считает себя независимым, не проблемным. А у жены в этот момент с ним созависимость, сексуальная проблема, потому что он изменяет и все. Человек, ведущий беспорядочную сексуальную жизнь, может рассматривать себя как мачо, а в это время у его жены проблема с ним, поскольку она созависима с ним. Он сам не считает, что у него есть проблема. So the person who has a disorganized sexual life sometimes considers himself like a macho, macho, and he thinks he has no problems at all. But his wife does has a problem with him, and she is like codependent with him. Поэтому я и говорю, определение зависимости. У него That's why I'm asking зависимости for нет. definition of addiction. What is your definition? Because in his opinion, he has no addiction. Well, that's true for alcoholics too. Это правда также и для алкоголиков. Алкоголик и наркоман алкоголизмом и наркотиками пытается что-то найти для себя. Он не может естественным способом найти. Он уходит в иррациональный мир с помощью алкоголя или наркотиков. И там он себя хорошо чувствует. Потом возвращается, ему плохо, у него ломка, он опять туда уходит. И у него получается уже двойная зависимость. Зависимость, чтобы получить эмоциональные какие-то чувства. И второе, это ломка, физические проблемы. В случае с алкоголиком и наркоманом этот человек уходит в другую реальность, у него и там с помощью алкоголя и наркотиков. А это просто, удовольствие, он такой весь герой. И Он же тоже реализует что-то. Он не думает, он это делает. alcohol and drug addiction, the person goes into other reality with the help of these substances. So he has an addiction from this other reality, and then when he comes back, he feels bad. And in case of sexual addiction, it's different. Yeah, I think that the sexual addiction isn't necessarily mind-altering experience like alcohol might be or drugs. Сексуальная зависимость не всегда является зависимостью, которая приводит к изменению в восприятии реальности, как это бывает в случае с алкогольной зависимостью или другой зависимостью от психоактивных веществ. Right, and I think I'm speaking in a different sense than when you're saying you have this man who thinks he's macho and he's got multiple partners.
Я сейчас говорю немножко о другом контексте, чем то, о чем вы говорите, когда вы вспоминаете, вот, ну, примеры мужчин, которые чувствуют себя мачо, и у них беспорядочные сексуальные связи. Что такое зависимость, по мнению Анны? That's why he's asking what is addiction in your opinion. Right. Почему? Right. And I think that, well, it's the sense of being enslaved to this behavior. Это чувство зависимости от определенного поведения. That you don't want to be enslaved to this behavior. И вы о зависимости от этого поведения, от которого вы не хотите быть в рабстве. And I would say too, it involves maybe a cycle, right, of the behavior, and then terrible shame and repentance, and then getting involved in the behavior again, a cycle of И это shame and включает в guilt. себя целый цикл поведения, чувства вины, стыда, возвращение опять в этот цикл, то есть этот цикл повторяется снова и снова. I'm talking about this because it's been mostly my own personal experience. Я говорю об этом только потому, что это больше было в моем личном опыте. And I don't want to go too far beyond my own Я не experience. хочу говорить с вами о том, что слишком далеко выходит за пределы того, с чем я сталкивался. But I can tell you what I think has been helpful to men that have come to me who are married and who are want to get control of this behavior. Я могу сейчас говорить с вами о мужчинах, которые женаты и которые хотят контролировать свое поведение. I've seen two aspects or two factors, two measures that have helped men in this context. Я видел два аспекта, два инструмента, которые являются полезными для мужчин в этом контексте. It may sound a little bit, it may sound like it doesn't really fit the situation. Это может звучать так, как будто бы то, что я предложу, не совсем относится, не совсем подходит в данном контексте. Because these two things aren't necessarily directly related to sexual misbehavior. Потому что то, о чем я буду говорить, не всегда напрямую связано с проблемами в сексуальном поведении. But for men who I've known that have done better at this, Но мужчины, которые я знаю, лучше справлялись с этим, these two things have been pretty helpful. эти два аспекта были довольно полезными для них. I guess I'd say that two things that have helped is deepening their relationship with God and deepening their relationship with other men. Им очень помогало углубление отношений с Богом и углубление отношений с другими мужчинами. And I don't know why. Я не знаю почему. I suppose perhaps deepening our relationship with God is quite obvious. Ну, для вас, наверное, очевидным, наверное, будет, почему углубление отношений с Богом может быть полезным. But it might involve being more disciplined in a man's spiritual life. Но это может включать в себя большую дисциплинированность в контексте духовной жизни мужчины. Spending more time in the scriptures and in prayer. Проведение больше времени в молитве и в изучении Писания. And in talking with other people, especially other men, about spiritual things. И в общении с другими людьми, в особенности с другими мужчинами о других духовных вопросах. And then also deepening a man's relationship with other men. Но также и углубление отношений мужчины с другими мужчинами. Men who are going to help, in a sense, to hold him accountable. И с целью того, чтобы делать их подотчетными. But not just in the sexual realm. Но не только в сексуальном контексте. But in other areas of life as well. Но также и в других сферах жизни. And men who are going to help him help him to have respect for his wife. Мужчины, которые могут помогать им с большим уважением относиться к их женам. And concern for his children. Больше заботиться о своих детях. To be a good worker. Лучше работать. And also to be a good member of the church. И быть более эффективными как члены церкви. I guess what I'm saying is for a man to develop a good discipling relationship with other men. И то, о чем я говорю, можно назвать как ученичество, да, спасибо, ученичество. С другими мужчинами. And it doesn't always involve, in my experience, it doesn't always involve directly addressing the issues of sexuality. И в моем опыте это не всегда включает в себя прямую работу, непосредственную работу именно с самими вопросами, связанными с сексуальностью. I think it may have to do with developing how should I say, a Christian sense of being a man.
Это может иметь отношение к развитию того, что я могу назвать христианским пониманием того, что значит быть мужчиной. In contrast to the world's caricatures of manhood. В противовес мирским карикатурам сущности мужчин. Like a real sexy guy. Как такой воистину сексуальный парень. Or a fighter. Или такой борец. Or one to whom all the women are attracted. Или того мужчины, к которому все женщины влекут. These things are exaggerations of what it means to И be a все man. это является преувеличением того, что значит быть мужчиной. And that don't include things like being faithful. И это не включает в себя верность. Not just to the wife, but also to the job. Не просто верность жене, но также и верность работе. And taking responsibility for the raising of the children also. И не включает в себя того, что нужно брать ответственность за выращивание детей. And being in a place of authority in his family. И быть авторитетом в его семье. And using that authority for the benefit of other people and not just for himself. И использование этого авторитета с целью того, чтобы делать что-то хорошее для других людей, не только для себя. And very often it's in a fellowship of Christian men that they can develop these ideas and really help each other, and not just the sexual area, but in other ways too. И часто это именно дружба и близкие отношения между мужчинами, в контексте которых у мужчин может как раз формироваться такой правильно христианский взгляд на все эти вопросы.